Как взбесить фаната Винкс? Ответ на этот вопрос точно знают создатели сериала от Netflix. Сначала они отмалчивались, потом внезапно начали кидаться материалом, а потом они выпустили такой второй сезон, что наш фандом просто грохнуло. Я сама пока не понимаю, любить или ненавидеть тех людей, которые сделали его таким. Наш чатик в Телеграме просто не утихал первые недели после премьеры и не утихает до сих пор. Кстати, если вы еще не с нами, то подписывайтесь обязательно. И то, что вы присоединились ко мне в обзоре самой разрывной премьеры осени 2022 года, это очень верное решение. Присаживайтесь поудобнее, берите чаечек, наливайте вкусняшки. Да, кстати, после взлома моего канала и удалением нескольких очень классных видео хакером, мой канал начал стремительно падать вниз, так что сейчас ваша поддержка как никогда нужна. Если вас это не затруднит, пожалуйста, взаимодействуйте как-то с этим роликом. Лайкните, напишите комментарии, ответьте на чужие комментарии, полайкайте их. Хоть что-нибудь, это пиздец как важно. Ну а с вами, как всегда, я, Оля, но ты можешь называть меня Уна Фата, что означает... Итак, прошел уже год с момента, как Блум превоплотилась в фею и открыла в себе древнюю, давно забытую магию. Видимо, опыт первого сезона ничему не научил. И как и в самой первой серии этого сериала, повествование начинается в лесу за пределами Алфеи, где новые злодеи начинают охоту за феями, убивая попутно специалистку. И мне кажется, на наших глазах убили еще одну кандидатуру на роль сериальной Текны. Кстати, перед нами те самые Айви и Девин, которых раньше я приняла за Флору и Гелию. Ох уж эти говорящие имена. Так вот, на пару нападает кровавая ведьма, которую я едва ли различила сначала в этой темноте. Убивает девчулю-специалистку, а у парня фея высасывает кровь с магическими силами с помощью вот этого милого саблезубого питомца. И это как раз представитель вида скрэперы. Так кто же такие эти скрэперы? Чуть позже мы узнаем, что они как бы являются питомцами кровавых ведьм, благодаря которым они могут забирать волшебные силы у фей и набирать свою собственную мощь, подсаживая этих пиявок-переростков в себе. Дело в том, что магия кровавых ведьм бессильна против фей, но если ведьма подсадит к себе частичку сил феи, будет уже совсем другой разговор. В оригинальном мультсериале скрэперы, кстати, тоже появлялись, и, как и в адаптации Netflix, они являлись частью армии тьмы, правда, выглядели вот так. С английского название этого животного переводится как скребок, что, мне кажется, в мультсериале отсылало к звукам, которые они издают, когда передвигаются. А вот в сериале они больше похожи на значение орудия труда, которых у этого слова очень много. Проще говоря, инструмент, благодаря которому можно выполнить строго определенную работу, что и делают скрэперы во втором сезоне. Гадкие существа, я знаю. Уроки Розалинды оказываются не только супер массовыми, господи, она всю школу в этом Стоунхендже собрала, что ли, но и намного более жестокими, чем занятия Фары, которая таинственным образом сбежала из школы. Кроме того, что они в целом не очень честные, например, выпускник Алфеи из чего-то оказывается на учебном поле боя рядом с второкурсницей. Рос намеренно пытается взбесить Блум, чтобы та изошлась на эмоции и выдала всю мощь огня дракона. Спрашивается, зачем? Ну тут все довольно просто. Мы уже знаем, что для нее Блум является особенной феей, ценной, и ее уникальные способности не только интересны ей в техническом плане, но и в плане репутационном. Ведь если рядом с могущественной Розалиндой будет фея с древней редкой магической силой, бабуля окажется непобедимой. Об этом она прямо говорила позже на банкете. Хотя о чем мы говорим, если Блум не поняла, что Марко стреляет ей постоянно в правую руку и не решила сменить тактику аж до 10-го раза? А у Блум такие уроки реально сносят крышу. Кроме тренировок, которые высвобождают ее внутреннего дракона, растет и ее сила, и это офигенно обыгрывается в ее яростных атаках. В сериале ее решили показать бешеной, неуравновешенной девушкой, которая постоянно бросает то в жар, то в холод. Чаще все-таки в жар. Но все же она боится наивысшего проявления своей силы и поэтому часто останавливается в такие моменты. Возможно, вспоминает последствия пожара в доме земных родителей. И да, вы не ошиблись, если вам показалось, что актрису Розалинды поменяли. Потому что ее реально поменяли. Единственная официальная причина, которая известна на данный момент, это плотное расписание Лесли Шарп, Розалинды из первого сезона, из-за чего предыдущая актриса не смогла принять участие в съемках второго сезона. В новых сериях Росс сыграла Миранда Ричардсон, и если я отброшу свою нелюбовь к подобным внезапным заменам актеров и буду объективной, боже, как же прекрасно она отыграла эту больную бабку с огромнейшими тараканами в голове и в восточном крыле Алфеи. Тут собрался целый букет всего того, что могло определять эту антигероиню. И загадочность, и циничность, и безумие действий. Пожалуй, некоторая карикатурность и мультяшность новой Росс сделала эту директрису более противоречивой, ведь в некоторых моментах тебе прям хочется сказать: да, ты сучка, но остальные еще хуже, так что, пожалуйста, спаси Алфею, распили нас болгаркой, ну, пожалуйста. А потом переключаешься в следующую минуту и такой: блин, она ж Фару закопала, стоп-машина. Все же Гарри Поттерский опыт привносит шарм во вселенную Винкс. It's you. We don't know. А вообще она, как и замена актера Бена Харви, пришла, чтобы уйти, потому что один покинул Алфею по своему желанию, а другая, скажем так, стала слегка пережаренным стейком. Well done.
Скажу еще пару слов о новом актере, который играет профессора Харви, Дэниел Бэтс. Так вот, я сначала не поняла, кто это и куда делся предыдущий, вообще неизвестно, но потом я как узнала, что Дэниел исполнил главную роль в фильме «Страна фей». Я обожала этот фильм в детстве, и, блин, это так классно, когда актеры из других любимых проектов встречаются вновь в чем-то новом. Правда, этот новый Бен Харви мне понравился намного меньше, чем Бен из первого сезона. Для меня он оказался вообще каким-то плоским, незаметным, блеклым, такой себе. Тренировки Андреаса оказываются не менее жестокими, чем тренировки Розалинды. Правило «биться до первого истекающего кровью» работают здесь на 9,9 из 10. Не рекомендую. А сцены со Скаем и его, казалось бы, родным живым отцом вызывают только уныние. Андреасу совершенно пофиг на сынулю. Дорогие наши дети! Он относится к нему как к козлу отпущения, пытаясь раззадорить его на большее количество тренировок подколами и колкими словечками. Боишься запачкать новый костюм? Маленький принц, может быть, твоя стезя домоводства? При этом Андреаса нельзя назвать абсолютно бесчувственным человеком. В этом мире все же есть существо, ради жизни которого он может пожертвовать очень, ну очень многим. Разумеется, речь о Беатрикс, о его маленьком Шторме. Ты за это заплатишь! Мы знаем, что девчуля не является его дочерью, но он воспитывал ее с самых ранних лет и оберегал как родную. Возможно, годы, вложенные во взращивание еще одной слуги Розалинды, заставили сердце Андреаса смягчиться. А вдруг он вообще всегда хотел дочку, а не пацана? И поэтому в указе Розалинды не иметь никаких привязанностей, он сделал исключение для Беатрикс, но не стал со Скаем. Отчасти, возможно, видя в нем отпрыска его предателя Сильвы. Ну а в некогда самом спокойном месте Алфеи в оранжерее профессора Харви теперь мобильный госпиталь. Отцу Теры и Сэма это не нравится, как и самим ребяткам, и в целом герои максимально не рады новой директрисе. Чувствуется, как вначале Блум сопротивляется режиму Розалинды. Она хоть и не знает, что действительно случилось с бывшей директрисой, ведь им в уши заливают, что Фара просто сбежала, испугавшись появления замороженной бабки. Ощущается, что в школе происходит что-то не то, и потому Блум не готова выдавать Розалинде нужный результат. Но за что можно сказать большое спасибо новому режиму, так это за новые костюмы специалистов. Господи, они наконец-то выглядят как что-то более-менее современное и то, что может иметь хоть какую-то защиту во время боя. Силы девочек значительно выросли со времен первого сезона. Стелла стала часто скрываться с помощью ее сил света и возможности играться с иллюзиями. Муза может успокаивать яркие эмоции до такого состояния, что человек даже не помнит, что с ним случилось и почему он злился. Правда, это имеет и обратный эффект, ведь ее силы на деле не просто проветривают голову, а именно блокируют негатив, в результате чего эмоции лишь нарастают внутри, как снежный ком. А что насчет постельных сцен? Ну, есть они и есть, какая разница, когда Сильву хотят в Омегу отправить. А точнее в Поларис, самый холодный край местного разлива, от чего, конечно же, девчонкам захотелось спасти Соло. Винкс, команда. Напоминаю, что все еще единственным объяснением такого нейминга является название апартаментов, где живут главные героини. Я уже начинаю скучать по этому ничего, просто Винкс. Команда Винкс в лице всех, кроме Стеллы и, конечно же, Текны, спасает бедолагу Сильву, который прячется в магазинчике Себастьяна в Блэкбридже. И у меня возникает вопрос, что за друзья такие у Сильвы, что среди них оказалась спойлер кровавая ведьма. Стоять! Российский монтаж! Ах да, вы думаете, что Блум решила освободить Сильву просто потому, что она хорошенькая? На деле она рассматривала его как единственную связь с Фарой, ведь она до сих пор чувствует глубокое сожаление о том, что произошло, понимая, что все изменилось из-за нее. И Сильва в результате ничем не смог помочь. Он ни черта не знает, что она, где она, ему самому, блин, не откинуться при новой обстановке. Так, погодите, а почему же Стелла не поехала с девчонками спасать Сильву? Неужели королевская жопка слишком тяжелая, чтобы подняться и помочь друзьям? Ну, вообще у нее случилась одна неприятность. Стелле на плечо нацепили камень, который блокирует ее способности исчезновения и не позволяет ей выходить за барьер Алфеи. Тут, конечно, можно выразить большой респект создателям сериала, потому что такой же камушек встречался в комиксах, только был он размером побольше и выполнял относительно похожую функцию. И кто там говорит, что Фейт и Винкс никак не связаны? Еще одной связкой между оригинальным мультсериалом и сериалом стала Флорочка. И, честно говоря, ее появление я представляла по-другому. Алфею, потом какая-то темная таинственная фигура с большим чемоданом появляется, она заходит в здание школы, и тут мы понимаем, что это Флора, потому что к ней бежит Терра с распростертыми объятиями. По рассказам девчонок, Флора и ее семья большие путешественники. Они часто переезжают, и потому девочка часто меняет школу. И в этот момент меня буквально осенило. Флора напоминает мне Дебби Торнбери, правда, ее более чувственную, нежную версию. Оказалось, что Флора и Терра — это троюродные, неродные сестры. То есть, допустим, у Терры есть дедушка, у этого дедушки есть брат, а у этого брата-дедушки есть, ну, допустим, дочка. И эта дочка выходит замуж за мужчину, у которого есть ребенок от предыдущего брака. Этот ребенок и есть Флора. Все просто. В Алфее
Флора становится соседкой Стеллы по комнате, но я так и не поняла, где в этой маленькой комнатушке может расположиться еще одна девчуля, только если они будут спать вместе. И буквально сразу после появления новой феи Земли в школе мы видим ее влияние на происходящее вокруг. В оранжерее Флора навела свой порядок, что крайне не понравилось Терри, ведь для нее это вмешательство в личное пространство и переворачивание вверх дном ее зоны комфорта. А потом Флора вмешивается в процесс восстановления Дэвина, которого покусал в начале сезона Скрэпер. Терри это дико не нравится. Но в момент, когда парень падает замертво прямо к ногам директрисы, Терра берет на себя ответственность, хотя на деле это произошло из-за действий Флоры. У меня такое ощущение, что через конфликты Терры и Флоры создатели хотели сказать, что Терра даже не задумывалась как Флора. Ну, ребят, ну вот посмотрите, ну они же такие разные. Ну вот Терра, ну вообще никаким образом не могла быть адаптацией Флоры в этом сериале. Но они даже срутся в 3-й серии. Ну, нет, вообще, это вообще другое. Еще одной такой противоположностью раскрываются Блум и Беатрикс. В этом сезоне мы не видим их взаимодействий, но от зависти и чувства несправедливости, которые ощущает Би, просто искры летят. Две эти девушки имеют схожее происхождение, но очень разную историю. И в то время как Блум все обожают и чуть ли не поклоняются ей, хотя та столько косячит, Беатрикс из кожи вон лезет, чтобы заслужить лояльность и любовь и получить ту информацию, которая ей необходима, чтобы понять, кто она. Напоминает раскрытие бэкграунда Айси в 8-м сезоне, когда оказалось, что они с Блум не такие уж разные. А еще этот дуэт напоминает мне Тинкербелл и видео из фей Диснея. Одна неумеха, но очень талантливая и всеми любимая, а другая рождена быть лучше всех, но постоянно завидует первой. В общем, заигрывание с бывшим истцом в судебном конфликте Рейнбоу налицо. Миленько, но что там с великим прошлым Магикса? Отвечает ли оно канонам франшизы? Отвечу просто да. Из книги, которую дала Розалинда Блум, мы узнаем, что 1000 лет назад команда Света победила армию тьмы с помощью огня, видимо, дракона. Также в этой книге упоминается и Марион, которая в оригинальной истории является биологической матерью Блум. Нередко мелькает и Доминион, который уж очень созвучен с названием родной планеты Рыжули – Домино. Правда, в американской версии мультсериала ее называли Спаркс. Забавно, что тут решили взять европейский нейминг. Вообще, доминионами когда-то в нашей реальной истории называли независимые государства в составе Британской империи. И в первый доминион, среди прочих, входила в том числе и Ирландия, где и снимался сериал. И я лично вообще не удивлюсь, если окажется, что Блум происходит от какой-то древней земной феи. Таким образом, получится, что Блум такой симбиоз Блум и Рокси сразу. Отчасти подтверждением этой теории является библиотека Сильвы, в которой оказалось очень много книг британских и ирландских авторов начала 20 века. И их не то что на русском языке не найти, о них иногда вообще информации в интернете почти нет. Возможно, это означает, что Соу интересовался культурой и историей Первого мира, особенно его европейской частью. В общем, вы понимаете. Что мы все о прошлом? Давайте лучше поговорим о романтике и о любви, ведь ее в этом сезоне так много. А и что себе тут паренька нашла еще и какого? Спортсмена, красавчика и кровавую ведьму. Да вот, такой вот внезапно выплывший пацан вскружил все-таки голову нашей серьезной девочки. Заметно, что Грей ее заинтересовал, но впускать его в свою жизнь фея не торопилась. Как мы позже узнали из разговора с Флорой, Аиша очень боялась отношений в принципе. У нее ни разу не было парня, а истории о болезненном расставании вокруг всегда достаточно. Я против мужчин. Никаких отцов, никаких бойфрендов, вообще никаких парней. Опачки. Моя жизнь не резиновая. Я не люблю делать то, в чем я не преуспеваю. Опачки. Забавно, что их отношения стремительно развивались благодаря, или по вине, Музы. Ведь в прошлом сезоне именно Аиша помогла познакомиться ей с Сэмом. Ну, учитывая конец этого сезона, могу ли я рассчитывать на пейринг Музы и Аиша в следующем? А у Музы происходит настоящая драма, похожим на которую был только уход Ривена в 6-м сезоне. Из-за постоянного вмешательства в его голову Сэм не выдержал, и после неудачной попытки убить Розалинду он покинул Алфею вместе с отцом. В то же время на горизонте замаячил только что освободившийся Ривен, и долгожданная Ревуза стала реальностью в сериале. Самой яркой отсылкой к оригиналу был момент, когда Рив заносит Музу в школу, искусанную скрэперами, оставшуюся полностью без волшебных сил. Как же это напоминает момент из 1-го сезона. Разумеется, на одной лишь Музе после расставания с Беатрикс парень не мог остановиться. Текущая, будущая и бывшая девушки очень колоритно смотрелись в баре за одним столиком в 3-й серии. Да, вы не ослышались, Терру в принципе можно назвать бывшей Ривена. Помимо их близкого, очень теплого общения, описанного в книге приквеле саги, у них случился и поцелуй, из-за которого Терру аж стошнило. В общем, да, Террочка оказалась не по мальчикам. Мне кажется, Элли и Терра решили сделать максимально нетипичную фею Винкс в контексте истории все тех же фей. Говорю как есть. Она не худышка.
Она не милая феечка, она прям яростная воительница сил Земли. Ее не прикалывают отношения со специалистами или феями, и она отдает предпочтение специалистке. И, как мне кажется, в этом плане эта героиня создает очень важные изменения в собирательном образе феи Винкс. И да, то, что мы ожидали в первом сезоне, случилось во втором. Флора и Ривен откровенно флиртуют и заигрывают друг с другом. Часть сценария для прослушивания, из которой мы узнали, что Флора станет новой девушкой Ривена, утекла в сеть еще в июне 2019-го, и только в сентябре 2022-го это стало реальным в рамках сериала. Мне не кажется, что эта история продлится долго, так как и чувственная Флора, и плохий Ривен не совсем те герои, что на данный момент готовы к продолжительной лавстори, но видеть такие нетипичные пары в сериале очень интересно. Напишите в комментариях, если вы шиперили их и в мультсериале, мне такое даже в голову как-то не приходило. А что насчет Беатрикс? Как-то внезапно она пропала из окружения Ривена, хотя в трейлере нам показывали тройник. Да, они официально расстались, ведь Би выбрала путь лояльности бабки, пренебрегая таким образом взаимоотношениями с мальчиками. Да и Дэйн после разрыва не растерялся, смотрите, какого парниша себя отхватил. И меня не покидала мысль, что прямо сейчас я смотрю на Брэндона, но этого персонажа все-таки зовут Люк. У Беатрикс остался единственный человек, такая же сломленная душа, как она, готовая понять ее. Стелла. Именно та парочка, которую ждал фандом не меньше, чем союз Музы и Ривена. Би, молодая сильная фея, которая все ждет своего звездного часа, но слышит лишь пустые обещания и уже не верит в них. Стелла, разочаровавшаяся принцесса, которая предпочла бы заурядную жизнь без всех этих титулов и званых ужинов и вечно беготни за абсолютной властью и могуществом. Именно гнетущее чувство отчаяния сплотило их. Ну и бухлишка, конечно же. И Крокс еще. Для себя я так и не смогла понять, была ли это просто крепкая женская дружба или нечто большее, но сближение добра и зла выглядело просто божественно на протяжении всего сезона. Отпусти и забудь. И что же можно сказать об идеально-неидеальных Блум и Скай? Их отношения гармонично продолжают развиваться во втором сезоне, и вообще после мультсериала приятно видеть адекватное, здоровое общение двух партнеров, которые не подкидывают приколы типа «Боже, он не отправил мне сегодня эмоджи, наверное, опять развлекается с диаспора». Наконец-то, центральная пара — это в первую очередь тандем двух людей, которые поддерживают друг друга и стоят друг за друга стеной. Разумеется, я не могу не упомянуть потрясающе красивые кадры с второй серии, которые жутко напоминают кадры из второй полнометражки Винкс, хоть это и некоторое клише. Тем не менее, песня моей любимой Тамары Свитер сделала этот момент просто идеальным. В клипе этой песни, кстати, рассказывается история романа между актером и актрисой, которые играли возлюбленных в фильме, но как только съемки завершились, их отношения резко прекратились. Занятно, что и сами актеры Блум и Скай начали встречаться во время съемок второго сезона. Это что, троллинг от звуковика? Вторая серия вообще была богата на отсылки. Например, когда Андреас с Ривеном и Дэйном подожгли дом, Блум создала вокруг себя и Ская купол, защищающий от пожара. Также это похоже на момент из первого сезона мультсериала с Блум и Майком. Скай все еще переживает откровение Сильвы о том, что он и оказался убийцей отца, и вообще не принимает аргументы по типу «если бы не я его, то он бы меня». Но работает это только до тех пор, пока парень сам не попадает в такую же ситуацию и убивает своего же отца, теперь уже точно навсегда. И мне кажется, важным здесь является момент перед поджогом дома Сильвы, откуда он забирает фотографию себя, молоденького, с малышом Скаем и прячет под броню. Что ж, вернемся к основному повествованию. Во второй серии девочки узнают, что Розалинда держит в своем столе книгу на неизвестном древнем языке, и в ней в том числе находятся изображения скрэперов. Разумеется, все предположения сразу падают на Розалинду, особенно после расшифровки заклинаний не без помощи еще добренького Себастьяна. Бабуля сошла с ума и теперь хочет забрать силы всех фей Алфеи, чтобы стать самой могущественной феей вообще ever. Но кое-что очень неожиданное происходит на банкете, где собираются лучшие выпускники Алфеи за последние 50 лет. Во время выступления Стеллы перед аудиторией, которая и должна была избрать новую директрису школы, бабуля не растерялась и рассказала о своем дедовском методе излечения от глистов. Вскоре после появился и живой, здоровый, насколько это возможно, Сол, присоединившийся к рядам нового порядка Алфеи. Это и подломило веру Блум в то, что Розалинда враг. В общем, оказалось, что все не так однозначно. Ну а Беатрикс, которой никто не захотел распить джин, забирают кровавые ведьмы. Вот что случается, если долго игнорировать фей. Разумеется, ситуация не оставляет равнодушным Андреаса, и хоть он и не родной отец Би, он фактически жертвует лучшим феем Алфеи и идет навстречу с кровавой ведьмой, попадая в ловушку. А затем происходит то, что произошло, и, конечно же, всех и вся снова спасает наша дорогая, любимая Блумочка. Но если серьезно, в этот раз она реально всех спасла. Догадавшись, что все это мог сделать лишь тот, кто постоянно был рядом и имел доступ ко всей информации, имеющейся у Винкс, Блум немедленно отправляется к Себастьяну, который очень ловко чуть не склонил ее на свою сторону манипуляциями типа «Я знаю, кто твои настоящие родители, я тебе все расскажу и дам по
сосать конфетку, просто садись в мою машину. В стиле одного хорошо нам известного злодея из мультсериала. Спасибо, Блум, мне было жарко. Благо Аиша смогла охладить траханье мозга Блум, и Себастьян скрылся. У него в магазине портал. Девочки, дорогие мои, какой нахрен портал? Вы его сами-то видели? Господи, в этот проект бахали много миллионов денег чисто на визуальные эффекты. Вы забыли вставить один маленький портальчик в середине сезона? Пф, ясно. В результате Беатрикс снова в Алфее, хоть и без сил, Андреас мертв, а Себастьян в бегах. Так что давайте посмотрим на био этого злодея. Ну что я могу сказать? Именно так я представляю своего бывшего занудного одноклассника в 40 лет, который питался своими козявками и выдавал самые странные шутки. Себастьян, прирожденный ищейка. Я словно терьер. Нет, не терьер. Какие есть крутые породы, а? Еще во времена, когда Андреас был жив, не сейчас, а тогда, до Астерделла, Себастьян пытался выучиться на специалиста, но в результате забросил учебу. Ну а если серьезно, наверное, в этом и заключается идея персонажа. Самый непримечательный чел, продавец вещей из первого мира и просто хороший друг Сильвы, ну никак не может оказаться главным врагом этого сезона. Нет, может. Но это совершенно точно не адаптация шикарного Валтера из мультсериала. Себастьян Валтор. Упс. Ну, вот так. Кстати, интересная зацепка. Когда Андреас наведался к Себастьяну и пытался узнать у него, где Сильва, отец Кая назвал его сокращенно Басти. А это очень прикольная отсылка на демона из турецкого фольклора, который по преданиям сидит на груди спящих людей по ночам. Так что в следующий раз, когда к вам придет сонный паралич, вы будете знать, что это он. Пожалуй, оставлю свои более широкие рассуждения по поводу этого злодея на вторую часть обзора, как и продолжение обзора второго сезона с моими интересными находками и теориями. Пожалуйста, не забудьте включить все уведомления на моем канале, чтобы не пропустить новые видео. А еще посмотрите, какой широкий круг моих близких друзей у меня теперь есть. И это мои спонсоры и бустеры. И если вы решите, то тоже можете стать одним из них, просто пройдя по ссылке в описании. Большое спасибо вам за внимание. Пожалуйста, не забудьте повзаимодействовать как-то с этим видео, иначе мой канал умрет. А пока!